Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз сегодня, 20 марта, в среду, я начинаю вторую часть моего сегодняшнего видео, в которой отвечу на вопрос, который мне задали еще год, не удивляюсь, целый год назад. Ну, настало время на него ответить. Он того стоил. Речь пойдет о партии Путина в Соединенных Штатах Америки. Кто бы мог об этом подумать еще лет 10 назад? Мой сын, не знаю, из любопытства сделал поиск на форуме у нас, куда приходят от вас всевозможные сообщения, вопросы. Сделал поиск на слово «трампист» и прислал мне сообщение или вопрос, который мне задали здесь, на нашем канале, ровно год назад. И он оказался настолько актуальным, что я вот и начну эту вторую часть именно с этого вопроса. Уважаемый Юрий Борисович, можно задать вам вопрос, почему вы называете республиканскую партию трампистами? Партия существует в Америке со своей программой, и Трамп один из ее представителей. В чем здесь проблема? Можете вы нам объяснить свою личную позицию? Зафиксируем. Это был год назад, когда я называл их трампистами. Ну, тогда это все начиналось только. Но я представлял, чем это закончится. И вот прошел год. Но я надеюсь, что вот человек, который задал этот вопрос, из того, что происходит сейчас, понимает, почему их год назад называл трампистами. Ну, а чтобы еще ярче охарактеризовать, я вам назову несколько последующих событий. Почему я их называю трампистами? Да потому что так ее назвал старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, пару недель назад, всего-навсего, когда Трамп-старший совершил переворот в руководстве республиканской партии, Национальный комитет республиканской партии, сменил там руководителя и сопредседателем назначил свою невестку Лару Трамп. Вот после этого Трамп-младший сказал, что республиканской партии в ее традиционном виде нет. Это его слова. То есть влияние старой партии, которая так всем известна сейчас как партия рейганистов, республиканцы-рейганисты, так вот Трамп-младший сказал, ее влияние ограничивается кольцом вокруг Вашингтона. Все остальное, Америка, это МАГА, то есть сейчас республиканская партия – это МАГА. Я рассказывал о том, что существует раскол. То есть Трамп расколол, МАГА – это трамписты, и они захватили контроль, и они утверждают, что вот республиканская партия – это они. А сокращенное название республиканской партии в Америке – это GOP, это Great Old Party, великая старая партия. И вот великой партии, этой великой старой партии, согласно Трампу же, а он, кстати, младший, он руководитель предвыборной кампании своего папеньки, так вот ее уже нет. Но республиканцы-тригонисты, они еще сопротивляются. Я им желаю добра и победы, потому что сейчас, по большому счету, стоит вопрос, что Трамп и его МАГА – это угроза национальной безопасности не только Соединенных Штатов Америки, а всему миру. Дальше я пройдусь вам, покажу, откуда это берется. И он подлежит разгрому, не просто там победе на предстоящих в ноябре выборах, а полному разгрому. Для того, чтобы, как меня назвал вот высокопоставленный представитель администрации Рейгана и Буша-старшего, сам республиканец, ярый республиканец, рейганист. Так вот он назвал эту МАГу, это говорит типа болезнь или короста на теле настоящей республиканской партии. Так вот, значит, что произошло? Республиканцы, которым
которое сейчас возникло огромное количество республиканцев-рейганистов, которые отказываются поддерживать Трампа на предстоящих выборах. Это видные люди. Это интеллект и совесть республиканской партии, великой старой республиканской партии. И теперь они объединяются. Вот последние дни буквально произошли такие события, которые толкнули их против типа лидера своей партии. Они образовали лагерь «Никогда больше Трамп», то есть второй срок не пройдет. И бывший председатель Республиканского национального комитета, которого сверг Трамп недавно, посоветовал отдать свой голос за президента Джо Байдена. Вы представляете, это, то есть тут такая вражда, что переход, вернее, голосование даже республиканцев вместе с демократом, с Демпартией в Конгрессе, это считается чуть ли не измена. А тут не просто сидеть дома, не голосовать за Трампа, а отдать свой голос за президента Джо Байдена на предстоящих выборах, а не воздерживаться от голосования. Республиканская партия переживает развод сейчас, как пишут американские СМИ. В частности, 17 бывших высокопоставленных ключевых советников Трампа, когда он был президентом, призвали, то есть они подвергли его в последнее время публично уничтожающей, разгромной критике, сказали, что это человек, которого нельзя пускать в Белый дом, что он не обладает интеллектом, что у него ненормально с психикой, и совокупность его качеств говорит о том, что он опасен и для страны, и для всего мира. Среди тех людей, которые вот попали в категорию вот сюда, в этот лагерь, его критиков, которые вот это все рассказывали, и которые призывают не голосовать за них, вы послушайте, какие имена. Это начальник аппарата Белого дома, генерал Джон Келли, легендарный генерал морской пехоты, интеллектуал, кстати, недавно выступал. Начальник аппарата, это американский Ермак, типа, чтобы вы понимали, кто это такой. Советник по национальной безопасности Джон Болтон. Второй, советник по национальной безопасности Макмастер. Это еще один генерал заслуженный. Министр обороны Марк Эспер. Следующий министр обороны генерал Джеймс Маттис. Тоже легендарный заслуженный генерал. Это те люди, которые не позволяли, находились рядом с Трампом, и они сдерживали его идиотские порывы. Они не дали ему совершить ошибки, которых уже нельзя будет исправить, понимаете? Роковые ошибки. Но сейчас таких не будет уже, как говорят эти же люди и их сторонники. Потому что за последние 2 года там было подобрано для него когорты в составе 3000 человек из его сайкофантов или подхалимов, которых поместят на все ключевые должности, и они будут выполнять все его прихоти безумные так, как он это видит и как он приказал. И это будет катастрофа. Вот о чем эти люди говорят. Генеральный прокурор, вот карманным прокурором у него был Билл Барр, государственный секретарь Рекс Тиллерсон. Общий смысл, опять-таки, они говорят, что этот человек монстр, верить ему нельзя и доверять ему страну нельзя. Ну, хорошо, это политики. Я не знаю, вы когда-нибудь или кто-нибудь из вас слышал интервью Роберта Де Ниро, знаменитый голливудский актер. Лично у меня, вот как человек, вызывающий огромную симпатию, он интеллектуал, он человек откровенный, пользуется всеобщей любовью и популярностью. То есть это интервью, опять-таки, тема та же самая. Это монстр, говорит. Если он придет к власти, то Америки, в которой мы сейчас живем, ее не будет. Смысл сводился к тому, что нас ждет полуфашизм или полностью фашизм. Совсем недавно, вот в
конце прошлой недели. Ряд сенаторов от республиканской партии, нынешних сенаторов заявили, что они не будут голосовать за Трампа. Среди них сенатор Тодд Янг, который сказал, цитирую, «принципиальные консерваторы должны стимулировать нашу партию и выдвинуть кого-то». Еще есть возможность заменить лошадку. Выдвинуть кого-то, в кого принципиальные, он имеет в виду рогонистов, консерваторы действительно могут верить. Я устал от того, что мой голос воспринимается кем-то там наверху как должное. То есть, что Трамп считает, что они действительно его холопы, и он имеет над ними полный контроль. Среди сенаторов, которые последовали его примеру, Митт Ромни, бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов, жаль, что его не брали, вместо него избрали Обаму, сказал, что не будет голосовать за Трампа. Сьюзен Коллинз, Лиза Марковски, Билл Кэссиди, активисты республиканской партии, основали организацию «Республиканские избиратели против Трампа». Возглавила эту организацию Сара Лонгвелл. Она заявила журналу Time: люди, которые говорят «никогда больше Трамп», должны выбрать все-таки, с кем они будут. То есть надо или за того, или за другого, но все-таки за кого-то. Так вот, когда так говорят, они опускают важную деталь. Я поддержу любого, кто выступит против Трампа. Никогда Трамп – это значит никогда Трамп. Но, возможно, да, еще среди тех, которые сказали, что никогда Трамп и Пенс, бывший вице-президентом при Трампе. Ну, возможно, вы многих из этих людей не знаете, кроме, наверное, Де Ниро, да? Но вот одно имя, я имею в виду зрители из Украины, наверняка знают практически все, это Бен Ходжес, двухзвездный генерал, бывший командующий армией США в Европе, большой друг Украины, часто выступающий, человек, безусловно, честный, лишенный любого проявления политиканства. И вот он сказал в одном из своих интервью, это было издание The Sun, цитирую, он комментировал высказывание Путина по поводу того, и там этого самого Медведева, угрозы ядерного конфликта, там опасения о том, что Россия нападет на страну НАТО. Так вот он сказал, цитирую, «В планах Путина уничтожить Украину и сломать НАТО. Проверив, действительно ли США и другие члены Альянса ответят на ограниченную атаку, ядерную имеется в виду атаку, на натовскую страну. Если Путин увидит, что мы не хотим или не можем помочь Украине победить, то он воспрянет духом. И тогда он действительно туда ломанется, имеется в виду Европа. В случае возвращения Трампа в Белый дом, если Трамп сделает то, что он грозится сделать в течение многих лет, то он отвернется от союзников по НАТО. Вместе с ним все Соединенные Штаты Америки. И Путин увидит возможность напасть на НАТО. То есть вот эта вот последняя мысль, она свидетельствует о том, что приход Трампа в Белый дом фактически приближает нас к Третьей мировой войне. Потому что Трамп уже заявил, что он будет попустительствовать Путину. Он не может, он не будет и не собирается служить каким-то средством сдерживания. Америка при Трампе не будет сдерживать Россию и Путина. Более того, Трамп, наоборот, сказал, что он будет поощрять Путина напасть на страну НАТО, если та не добирает 2% расходов на оборону. Ну, это не просто попустительство, это призыв, прямой призыв. Так вот, Бен Ходжес говорит, что приход Трампа в Белый дом фактически приближает нас к Третьей мировой войне. Но потом, в заключении, он говорит, я считаю, у меня, конечно, я не ясновидящий, но вот анализ, человек опытный, крутится в тех верхах, где есть информация, вполне достоверная. Я считаю, сказал Ходжес, что президентом будет избран Байден. Но не Трамп.
Ну и совсем свежая информация сегодня. Сегодня интересный день был в комитете по этике, да, по-моему, это был по надзору, да, это был комитет Палаты представителей по надзору. Выступил Лев Парнас, бывший помощник Руди Джулиани. Если вы помните, было из украинских эмигрантов у Джулиани пару тесных, ловких парня, эмигранты из Украины, Лев Парнас и еще один. Потом они загремели за то, что вместе с Руди Джулиани они нарушили кучу законов, когда они в Украине пытались найти компромат на Байдена. Отсидели, видимо. И вот Лев Парнас, сегодня его пригласили в Палату представителей, где большинство у маговцев. С тем, чтобы он разобрался, то есть рассказал, как обстоит дело с компроматом на Байдена. Есть он, нет, где он, кто его собирал, распространял. Так вот, он заявил, что, вот как пишет NBC, телекомпания сообщает, Лев Парнас обрушился с критикой на бывшего президента Дональда Трампа и его помощников за ложные обвинения в адрес семьи Байденов во время слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей. Этот Парнас в 18-19 годах тесно сотрудничал с бывшим адвокатом Трампа Джулиани, пытаясь найти порочащую информацию на Байдена. В ходе слушаний он утверждал, что нет никаких доказательств коррупции семейства Байдена, связанной с Украиной, и что неосновательные обвинения в адрес президента Байдена исходят от российского правительства. Это не первый раз, потому что мы знаем, что обвинили фальсификаторов в ложных распространении ложной информации против Байдена, этого самого Андрея Деркача, агента российских спецслужб, даже не то, что агента, офицером его назвали российских спецслужб. То есть вот по линии ФСБ сливал Андрей Деркач, об этом, собственно говоря, официально это установлено, этот факт. Потом, согласно решениям суда, то есть ФБР, подготовила дело к рассмотрению в суде, которое будет, значит, это дело будет рассматриваться в апреле, гражданина бывшего из Советского Союза Смирнова, по-моему, Алексей его имя, Смирнов, который всучил ФБР сведения о том, что там Бурисма, вот это якобы коррупционное дело Бурисмы, установлено, что он эту информацию получил от российских спецслужб, второй источник, третий Парнас, который искал по поручению Джулиани эту же информацию, который был в курсе дела. Он, кстати, пересекался с тем же Деркачем. Вот третий источник, который говорит, что это все было состряпано российским правительством. Ну и вы, наверное, знаете, этот фейк теперь распространялся многократно самыми различными людьми в и русскоязычном интернете. И всех этих людей объединяло только то, что они были трампистами, Трампа ФСБшными путинистами. Потому что они все вместе распространяли один и тот же фейк. Парнас назвал союзников Трампа в Конгрессе, которые распространяли эту всю муть. Это Дэвин Нунис, был такой из штата Калифорния, который очень активным был в попытках организовать импичмент Байдену. Сенатор Рон Джонсон, штата Вирджиния, ну и некоторые видные представители правых СМИ, виновных в распространении дезинформации о Байденах. Единственная информация о Байденах и Украине поступала из одного и только одного источника – России и российских агентов. Такая вот ситуация, господа. Ну и напоследок, отвечая теперь, возвращаясь к первоначальному вопросу, который мне задали год назад, почему я год назад их называл трампистами. Но вчера состоялось голосование в Конгрессе по резолюции, осуждающих нелегальное
похищение украинских детей. Орками, естественно. Вот вам результат голосования. Резолюция была принята. Результат голосования. Республиканцев 196, за демократов 194. Но вы помните, что республиканцев их вообще больше. Поэтому у них подали голосов больше. А вот нет против этой резолюции проголосовало всего 9 человек. И все они республиканцы. И все они как один маговцы, то есть трамписты. Это цепные псы оранжевого Дони, которые тащат его в Белый дом. Во главе с Марджори Тейлор Грин, там же и Чип Рой, там еще и Биггс. В общем, вся эта свора. То есть, если они голосовали против резолюции, которая осуждает нелегальное похищение украинских детей Российской Федерации, значит, они считают это нормальным явлением. Значит, они не видят в этом ничего, хотя похищение детей, вообще людей, в ходе войны это является военным преступлением. Они не видят в этом ничего нелегального, они не видят в этом военное преступление, потому что их здесь называют партией Путина. Это и есть партия и фракция и Трампа, и Путина в американском Конгрессе. Вот почему, господа, я и назвал еще год назад вот эту всю свору трампистами. И партия находится... Я в восторге, то есть вот мои любимые президенты были из республиканской партии, один из них, Рональд Рейган. То есть мне жаль эту партию в связи с тем, во что она превращается. Ну, под этим лежат, я вам рассказывал, демографическое изменение и так далее. Произошла дебилизация электората этой партии. За счет того, что вместо людей, которые понимают геополитику, разбираются в этом, понимают вообще, что такое государство, устройство, там же, вот, допустим, у Трампа один из главных идеологов, Беннет, это же просто анархист, главная идея которого создать хаос. Это та же идея, что и у Путина. И вот они вместе собираются это все дело делать, понимаете? Так что спасибо, что задали мне этот вопрос. Так получается, что я это все еще предвидел год назад, и так оно, к сожалению, случилось. Но очень надеюсь, что в ноябре месяце, то есть тенденция нарастает. И все больше, чем больше Трамп оттягивает, он не оспаривает те уголовные дела, обвинения, которые против него выдвинули, как честный человек должен был бы сделать. Он делает все, что угодно, чтобы оттянуть это, чтобы не приговорили его до ноября, когда состоятся выборы. А потом эти все дела, если его изберут, он попытается их закрыть. И больше у него нет. То есть сейчас до другой возможности. Сейчас нарастает вот эта антитрамповская тенденция в самой партии. Затем, глядя на то, что он говорит, и как он оттягивает уголовные дела против себя, независимые все больше, значит, уходят от него в сторону. Ну и, конечно, его язык – это его самый страшный враг. То есть нас ждет тяжелый ноябрь месяц. И не зря вот с языка Трампа слетело слово «кровавая баня». Правда, он там говорил «кровавая баня» в автомобильной промышленности. Но это, несомненно, был намек более широкого плана. То есть ему, как говорилось в одном из известных советских комедийных фильмов, или в ЗАГС, или к прокурору, или он заползает на эту табуретку президента Соединенных Штатов Америки, или его помещают за решетку. Поэтому это будут тяжелые выборы, и особо тяжелыми будут последствия. Байден и вообще демократам нужно не просто выиграть, они должны с разгромом нанести поражение Трампу. Способен ли это сделать сам Байден? В принципе, способен, но здесь буквально они идут ноздря в ноздрю, как говорится.
Хорошо бы другого кандидата. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить затянувшийся сегодняшний выпуск. Как всегда, слава Украине, ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, как обычно, выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!